Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно того, что фронтиры нам показали на очередном стриме по поводу 9-го обновления. Но есть некоторые нестыковочки и интересные моменты, о которых мы с вами поговорим. Обо всем подробнее в дальнейшем, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Предыстория. После 9-го обновления, которое длилось 3 часа, технические работы, сами понимаете, и, кстати, довольно много весело это делаю. Ну, в Эпике одно количество, в Стиме другое, но суть такова, то, что появился баг, благодаря которому вы можете залезть внутрь флотоносца и посмотреть все там, как оно есть. Я об этом записал видео еще до того, как даже были намеки на стримы фронтиров. В общем, это одно. Вот, пожалуйста, пруфы. Стрим у фронтиров по поводу интерьеров флотоносцев был назначен на 16 декабря. Сегодня было, на секундочку, 9. И вдруг внепланово они все это показывают. Странно. А что еще странно, на этом стриме, на котором я присутствовал, меня замьютили на 300 секунд. Ну, как я это понял, это было именно то. Это был не бан, потом вроде как я уже мог писать. В общем, довольно странно. Ну а теперь давайте касательно того, что нам показали. А, да, и ссылочка на этот пост, где к нам обращается сам Арф, естественно, в описании, откуда, собственно, был взят пруф по поводу 16 декабря и стрима по поводу интерьера флотоносца. В общем, выходили они просто из лифта, перед нами тоже лифт, слева ящики, и, как можете заметить, большой экран, на котором показан наш флотоносец. Это как раз-таки то Т-образное пятно тупиковое, которое я вам показывал. После чего мы следуем по коридору и видим перед собой терминал. И два еще коридора. Это один большой коридор от одной точки до, собственно, главного мостика. После они повернули налево и пошли показывать нам, как я понял, барменскую. Ну, как это еще назвать, не знаю. Вот, пожалуйста, та стойка с напитками, голограмма с напитками, ну, экран, который тоже я вам демонстрировал. Это уже место бармена. Скорее всего, это будет именно оно. Показали также виды из данного помещения. И много сидячих мест, кстати. Ну и другая часть того же самого помещения. И еще одна барная стойка. Не знаю, неужели тут будет два бармена, либо что-то еще. После чего они возвращались по коридору, задержали там мгновение на этой колонне. Я не знаю, что там будет, если честно. Выходя в общий главный коридор, они направились прямо в магазин, где мы покупаем костюмы, где мы с вами покупаем пушечки. Вот как все это дело будет выглядеть с нормальным светом, а не то, как было у меня на видео, потому что там со светом прям вообще беда. И можно ли будет закупать себе высокоуровневые шмотки, чтобы другие их могли купить у вас? Непонятно. После разворачиваются, выходят, идут, собственно, направо. Один из двух коридоров, другой, естественно, слева находится. Идут по прямой, опять-таки видны терминалы. После чего в конце они поворачивают направо и видят следующее. Тут мы будем взаимодействовать с нашими кораблями, как я понял. Но они не показали, что находится за той остекленной частью, где красная подсветка. Там находится истребитель Кондор. Почему не показали? Не знаю. Нафига тут истребитель? Не знаю. Точно так же говорил, как, собственно, и в видео, где все это показывал изнутри. Причем того самого ангара внутри. Но там, естественно, такого света не было. Вообще нифига не было видно. Ну, потом, собственно, они выходят и идут прямо туда, где у нас будут сдаваться наши ксенобиологические, биологические, различные, короче, генетические образцы, скажем так. Vesta Genomics. Естественно, тут она выглядит очень красиво, очень хорошо. Не то, что на моем видео, повторюсь. Разворачиваются и идут налево.
На спасательных капсулах внимание заострено не было вообще никак, они просто прошли мимо них. И дальше лифт. И тут у нас два варианта. Мы можем попасть на мостик, то есть бридж он так и называется, либо к нашему кораблю. И почему-то он называется Ивент Горизонты. Не знаю, с чем это связано. Выбрали, естественно, мостик, двери открываются, и вуаля! Командный центр нашего корабля, его мостик. Выглядит почти так же, как и я вам показывал, кстати. И да, здесь можно будет сесть, так сказать, в главное кресло, как в Стартреке, и смотреть на все свысока. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. После чего они идут дальше. Если выходить из лифта, это направо. Тут будет что-то вроде кают-компании, как я понял. 3 кресла, планшет, кофеек и так далее. Все то же самое было на видео моем. И направляются к окну. Здесь мы также можем видеть вид на корабли, которые будут пристыкованы к нашему флотоносцу. Ну, лендинг-пады. Разворачиваются, идут обратно. Спускаются в лифт и направляются налево из лифта, спускаясь вниз. Также можно сделать, пойти направо, и будет точно то же самое. Тут у нас что-то вроде, я не знаю, зоны, где много кресел. Я не знаю, зачем столько кресел вообще здесь требуется. И опять-таки можно любоваться видом. Почему бы, собственно, и нет. Но кресел прям реально много. И в конце они просто возвращаются туда, где они и были в самом начале. Направляясь по коридорам в ту точку, из которой начали свой маршрут к лифту. Но не показывают, как они выбирают, куда они будут садиться. Будь то корабль, будь то, не знаю, куда-то еще. Может быть, возможно, будет Апекс. Непонятно. Естественно, это все показывалось на стриме. На стрим будет ссылочка, конечно же. И там были лица разработчиков. Некоторые стоп-кадры были неудачно сделаны. Чтобы никого не обидеть, я именно все это дело увеличил. Но там была надпись внизу, то что это все еще в разработке, если что. Я лично считаю, то, что это очень хорошее нововведение. Да, это не тянет на что-то прям супер такое крутое, что поменяет кардинально игру, но это приятное дополнение, оформление, более, так сказать, глубокое погружение в игру. Это стоило сделать, и, возможно, фронтиры набивают руку касательно построения интерьеров кораблей. Почему бы, собственно, и нет? Может быть. Вряд ли бы они просто так это вводили для флотоносца. Как по мне. Пишите, что думаете по данному поводу и по всему, что было рассказано и показано на этом видео. Может быть, вам не нравится расположение этих комнат. Ну или что-то еще. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Все полезные плейлисты и ссылочки на них в описании под видео, как и социальные сети.